Потрясающая находка в Гданьске. Угадайте, какой фарфор внутри? Ищите разгадку в нашем репортаже с ярмарки. Добро пожаловать в Гданьск! Приветствуем всех на канале «Фарфор Европы». Подписывайтесь на канал. Сегодня мы ищем сокровища на старейшей ярмарке Европы. Все дороги ведут на угольный рынок Тарг Ван-Гуовы. Ярмарка Святого Доминика, или просто Доминиканская ярмарка, проводится в Гданьске с 1260 года. По своему размаху этот грандиозный праздник уступает разве что Октоберфесту. Представляете, охота за редкой посудой и стеклом идет на улицах Гданьска уже почти 8 веков. В этом году здесь невероятные толпы туристов, коллекционеров и настоящих охотников за сокровищами со всего мира. Атмосфера – полный восторг. Вы только посмотрите на это сияние. Истинные ценители знают, какая это редкая и дорогая магия. Это трио настолько ценное, что продавец показывает его исключительно из своих рук. Ярмарка Святого Доминика в Гданьске – событие настолько масштабное, что репортажи отсюда ведут крупные телеканалы. Но пока пресса снимает общие планы, в павильонах идет настоящая битва. Ведь самые редкие предметы знатоки забирают со столов в первые же минуты после открытия. Здесь не место долгим размышлениям. Замешкался на минуту, и вещь ушла другому коллекционеру. Вот эту мокко-пару мы даже не успели снять на видео, ее перехватили мгновенно. Есть только фото. Это Розенталь начала 20 века, культовая шестигранная модель номер 654. Редчайший кабинетный фарфор с безупречным золотым нутром. Коллекционеры ищут такой годами. Именно поэтому, хотя продавец и выставил ценник почти в 300 евро, эту мокко-пару забрали моментально и без торга. А вот это трио от РС Пруссия заставило наши сердца биться чаще. Продавец заломил за него баснословную цену и наотрез отказывался торговаться. Он ждал знакомого эксперта, чтобы провести точную оценку и не продешевить. Нам чудом удалось уговорить продавца позволить снять эти кадры, пока сокровище стояло на прилавке. И пока эксперт был в пути, пришел крупный коллекционер и купил это трио, даже не торгуясь. Продавец уверял, что это музейная редкость. Раз трио купили мгновенно, то, возможно, продавец все же продешевил и отдал сокровище по цене ниже рынка. А каков ваш вердикт? Сколько бы вы сами отдали за такое трио, встретив его на ярмарке? Черкните пару слов. Доминиканская ярмарка в Гданьске – это бесконечный лабиринт сокровищ. Давайте вместе посмотрим, сколько удивительной красоты здесь можно встретить на каждом шагу. А вот это трио от Алька Кунст мы успели забрать буквально из-под носа у других покупателей. Настоящая охота, мешкать тут нельзя. Мокко-пару от Розенталь и трио РС Пруссия, что мы показывали чуть раньше, за секунды перехватили коллекционеры. Цены кусались, но раритеты улетели мгновенно. Зато то, что нам все же удалось купить, покажем в распаковке в этом видео. Там есть на что посмотреть. Ну а пока охота за сокровищами продолжается. Смотрим дальше.
3 часа на ногах в такую жару. Мы безумно устали, и ноги уже гудели. В глазах уже все буквально смешалось в какой-то калейдоскоп красок и впечатлений. В итоге мы решили сделать паузу, устроились в уютном кафе прямо на улице и не удержались. Решили распаковать одну из покупок, чтобы просто полюбоваться этим чудом. А пошуршать пупыркой – это же отдельное удовольствие. И вот из упаковки появляется... Посмотрите, как этот серебряный декор играет на солнце. Это знаменитый фарфор Розенталь, декорированный в изящной технике Silver Overlay. Если вам интересно, как именно серебро наносится на фарфор, у нас есть отдельное видео, где мы подробно об этом рассказываем. Обязательно загляните его посмотреть. Ссылочку мы оставим для вас в описании прямо под нашим видео. После распаковки такой невероятной красоты усталость как рукой сняло. Нас словно перезагрузило. Мы поняли, силы вернулись, нужно идти дальше. И не зря. Посмотрите, на какой потрясающий фарфор мы наткнулись. Нас сразу встретило вот это изящное трио. И это, друзья, настоящая находка. Старинный французский фарфор Havilland Limoges конца XIX века. Но посмотрите на донышко. Помимо фабричного клейма, здесь стоит печать элитного лондонского торгового дома Пирс на Ландгейт-Хилл. Продавец, к сожалению, куда-то отлучился, поэтому его цену мы так и не узнали. Оставляем эту красоту в памяти и двигаемся дальше. И буквально рядом невероятная удача. Старинная тарелка Розенталь, знаменитая модель Пансе, Анютины глазки, созданная на рубеже XIX и XX веков. Но главное сокровище стола – редкая книга Стефании Желязко про стекло и хрусталь легендарной Йозефиненхюtte. Настоящая Библия для коллекционеров. Посмотрите, сколько здесь редчайших цветных иллюстраций старинных бокалов и графинов XIX века. Кстати, мы собираемся в музее в Еленей-Гуре, где много хрусталя от Йозефиненхюtte. Обязательно сделаем для вас большой обзор. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Мы устроились в этом чудесном уютном дворике, чтобы распаковать хотя бы часть сегодняшних находок. Все пакеты за один раз мы показать просто не успеем, поэтому начинаем со свертка, который лежит сверху. Вы только послушайте, как потрясающе шуршат пупырка и старые немецкие газеты, в которые продавец бережно завернул фарфор. Помните, мы показывали это трио на ладони и говорили, что успели купить его буквально за секунду до других покупателей. И не зря так спешили. Перед нами великолепное чайное трио от баварской мануфактуры Алька Кунст. Безупречные формы, изысканный рельеф и изумительный декор. Настоящая удача, что она досталась именно нам. Но главная сенсация ждала нас на донышке. Мы привыкли между собой ласково называть эту форму «принцесска», а тут рядом с фирменным клеймом четко прописано официальное название формы – «Марлон». Вот уж не знаю, мужское это имя или женское в немецкой традиции. Кажется, был такой известный актер. Ну а теперь пришло время раскрыть главную интригу, которая на самом дне этого пакета. Вы видели очертания в самом начале видео и гадали, что же там внутри. И это легендарный Дрезден, мануфактура Карла Тиме. Коллекционная ажурная тарелка ручной работы, которая заставляет сердца биться чаще. Вы только посмотрите на этот прорезной борт. Каждая деталь вырезалась мастером вручную по сырому фарфору еще до обжига. Настоящее ювелирное искусство. А теперь, внимание! Мы расскажем вам секрет, как отличить ручную роспись от деколи. Видите эти объемные мазки? Краска лежит слоями,
а на лепестках видны следы от тончайшей кисти художника. Как вам первая часть нашего улова? Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. Тем более, что совсем скоро вас ждут грандиозные кадры с крупнейших антикварных ярмарок Европы. А какой из сегодняшних предметов заставил ваше сердце биться чаще? Поделитесь впечатлениями. Очень интересно узнать ваше мнение. Пока-пока. Увидимся.